Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Во время поста можно разнообразить свой рацион питания, тем более в определенные дни это допускается. Сегодня будем готовить грибные котлеты. Для рецепта мы берем грибы, у меня шампиньоны, я их помыла и почистила, сняла верхнюю шкурку. Яйца, вот про них я говорила, что это допускаются иногда в определенные дни. Рис отварной, я еще с вечера его приготовила. Соль, перец по вкусу, лук, зелень, петрушки или укропа и панировочные сухари. На сковороду наливаем растительное масло, ставим на разогрев, поставлю на маленький огонь и начинаем подготавливать грибы. Грибы мне надо мелко порезать. Такими маленькими кусочками. Пересыпаем грибы на сковороду и ждем, когда они пустят сок. Огонь можно прибавить, уже поставить средний. Грибы пустили сок и будут теперь вариться в собственном соку. А я тем временем порежу мелко лук. Теперь лук обжариваем на растительном масле. Можно его добавить и к грибам. Но только вот грибы у нас почти готовы, нам их не надо обжаривать до румяности, да, а лук останется сырым. Поэтому лук обжариваем отдельно, это будет и быстрее. Огонь я уже включила. И на среднем огне обжариваем лук до прозрачности буквально, чтобы он приготовился. Лук и грибы приготовились. Теперь все ингредиенты соединяем в одной миске. Перекладываем грибочки. Добавляем сюда лук. Он у меня даже зарумянился. Это хорошо. Выкладываем рис. Рис холодный, поэтому и грибы остынут сразу же у меня. Теперь добавляем сюда соль. Ну, рис у меня вареный, солью уже. Поэтому соль регулируем аккуратно. Пока все перемешиваем. Добавляем в фарш мелко нарезанную петрушку. Можно укроп. И яйца. Чтобы эту всю массу связать, нам нужны яйца. Все хорошо перемешиваем. Теперь формируем котлеты. Я покажу, как я это делаю, а вы можете в комментариях поделиться своим способом, как работать с таким рассыпчатым фаршем. Беру ложкой фарш. Вот он станет котлеткой, когда запечется, уже пожарится. А изначально вот он такой рыхлый. Беру фарш в руку, потому что если сразу же в муку, это будет что-то безобразие получается. Сверху посыпать муку, говорю, в панировочные сухари. Сверху посыпаю панировочными сухарями, немножко добавила муки. Перекладываю на другую руку и снова посыпаю. Вот теперь можно сформировать котлетку, добавляя немного вот этой вот смеси панировочных сухарей с мукой. И аккуратно, вот сформировалась, и аккуратно перекладываем на разогретую сковороду и жарим на растительном масле. Не выкладывайте котлеты близко друг к другу, иначе будет неудобно переворачивать и можно поломать котлеты. Накрываем крышкой и обжариваем нижнюю сторону котлет. Минут через 5 переворачиваем котлеты на другую сторону. И также обжариваем их. Можно упростить рецепт и приготовить не менее вкусный омлет, добавив в фарш еще одно яйцо. Но омлет это скучно и неинтересно, а котлеты это оригинально и порционно. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.